Евросоюза согласовали пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро в течение следующих 4 лет. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан добавил, что пакет помощи не оспаривался ни одной из стран Евросоюза даже по объему финансирования. С вами Нехта. Все самое важное и интересное расскажем прямо сейчас. Взрыв на железной дороге в Бурятии. Состав с топливом снова подорвали на магистрали, которая соединяет РФ и Китай. Перемирию пришел конец. Сахал объявил, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. Верховный суд России объявил экстремистским и запретил несуществующее международное общественное движение ЛГБТК. Даже ООН в шоке. Мы бы, может, и не пытались бороться за свои права, если бы нас активно не ущемляли. Приветствую вас, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших роликов. Итак, вперед к новостям. 18 из 25 шахедов и еще одну ракету сбили над Украиной воздушные силы минувшей ночью. Армия РФ атаковала юг Херсонской и Николаевской областей, Кривой Рог и Запорожье. Один человек погиб в результате обстрела Торецка, Донецкой области, и еще 3 ранены. Россияне ударили по городу авиабомбами. В Новогродовке, которую армия РФ атаковала накануне, из-под завалов достали тела еще 2 человек. Спасатели завершают разбирать остатки многоэтажного дома. Продолжается поисковая операция в Новогродовке. Найдены тела еще 2 погибших в результате удара накануне. На Горловском направлении 1 человек погиб и 6 ранены. В Торецкой общине повреждены 6 домов, админздание и инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 2 многоэтажки и 3 частных дома. В Солидарской общине обстреляны Раздолевка, Васюковка и Миниковка. Минувшей ночью очередной взрыв ЖД-состава произошел в Бурятии. Выгорели 4 цистерны и еще 2 повреждены. За взрывами на Байкало-Амурской магистрали могут стоять украинские спецслужбы, пишет CNN со ссылкой на свои источники. Бавовна на одном из участков пути произошла дважды. В ночь на 30 ноября в поезде, который перевозил авиационное и дизельное топливо, выгорели 16 цистерн, а еще у 2 обнаружили пробоины. Байкало-Амурская магистраль – это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем, который используется России для военных поставок. Есть альтернативный маршрут, но его пропускная способность гораздо меньше. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт». 4 взрывных устройства были взорваны во время движения грузового поезда, сообщил CNN-источник, знакомый с операциями СБУ. По данным источника, взрыв произошел на Байкало-Амурской железной дороге, в Бессоловском Северомуйском туннеле в Бурятии, в Восточно-Сибирском регионе России, граничащем с Монголией. Взрыв – очередная успешная спецоперация СБУ. Спецслужба официально не прокомментировала инцидент. Перемирию пришел конец. Сахал объявил, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. Израиль обвинил Хамас в нарушении оперативной паузы. Боевики открыли огонь по израильской территории возле границы с Газой, пишет Times of Israel. Кроме того, террористы не предоставили список заложников, которых должны были освободить к 7 утра. Израильская армия объявила в соцсетях, что ее самолеты снова наносят удары по Хамас в Газе. Хамас нарушил договоренности, не выполнил свое обязательство по освобождению всех женщин-заложниц и обстрелял ракетами Израиль. На фоне возвращения к боевым действиям мы подчеркиваем, что правительство Израиля привержено достижению целей войны, освобождению наших заложников, ликвидации Хамаса и обеспечению того, чтобы Газа никогда больше не могла угрожать народу Израиля. Власти Палестины, в свою очередь, заявили, что в результате утреннего удара по сектору Газа погибли 32 палестинца. Однако были ли это гражданские или террористы, подтвердить тяжело. Армия Израиля нанесла удар в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом представитель министерства сообщил агентству «Франс Пресс». Хамас заявил, что несколько районов пострадали от израильских авиаударов. Незадолго до истечения срока действия перемирия в Израиле тоже звучали сирены. Израильская армия заявила, что перехватила ракету, запущенную из сектора Газа. США, в свою очередь, призвали обеспечить защиту гражданского населения.
Прежде чем Израиль возобновит крупные военные операции, он должен разработать планы гуманитарной защиты гражданского населения, которые сведут к минимуму дальнейшие жертвы среди невинных палестинцев. Израиль обладает одними из самых совершенных вооруженных сил в мире. Он способен нейтрализовать угрозу, исходящую от Хамас, и при этом свести к минимуму ущерб для невинных мужчин, женщин и детей. И он обязан это сделать. Верховный суд России объявил экстремистским и запретил несуществующее международное общественное движение ЛГБТК. Диктатура снова пытается лезть в постель к своим гражданам. Заседание суда проходило в закрытом режиме и длилось 4 часа. На нем присутствовали только представители Минюста. Им было, видимо, настолько стыдно, что они скрывали свои лица под медицинскими масками. В ООН осудили такое решение. Мы призываем российские власти немедленно отменить этот закон и другие законы, ущемляющие права ЛГБТ или права людей, выступающих за права человека во всех сферах. Мы обеспокоены тем, что этот закон может фактически криминализировать любую защиту прав людей с иной сексуальной ориентацией, а это никогда не должно быть криминализировано. И даже дочь пропагандиста Соловьева Екатерина выступила против абсурдного запрета. Она живет и работает в Москве, хотя родилась в США. Согласно постановлению суда, за участие в деятельности экстремистской организации ее создатель или же руководитель может получить до 10 лет лишения свободы, ну а участники до 6 лет. Впрочем, поскольку международного общественного движения ЛГБТК в России нет, то неясно, каких именно организаций коснется запрет на его деятельность. Он направлен фактически на то, чтобы, знаете, есть вот такая шутка, если я закрою глаза, оно уйдет. Вот у нас государство примерно то же самое пытается сделать. То есть на уровне законодательства запретить людям как-то проявлять себя. И, просто люди пытаются бороться за свои права. Вы бы, может, и не пытались бороться за свои права, если бы нас активно не ущемляли. Полиция в Тульской области провела облаву на сотрудников Wildberries. Силовики проверили мигрантов и срочников, пишут телеграм-каналы «База» и «Шот», близкие силовикам. Это второй подобный рейд на складах маркетплейса за неделю. Тем временем по количеству облав на призывников за минувшие сутки идет на рекорд Москва. Их было как минимум 9, сообщает правозащитная организация «Идите лесом». В столице РФ забирают даже студентов и больных гипертонией. Во-первых, они начались облавы раньше, уже они пошли с середины октября. И мы фиксируем такое же количество облав весь конец октября, практически весь ноябрь. Облавы идут не только в Москве, облавы идут по многим-многим регионам. Людей хватают на улицах, устраивают рейды на мигрантов, тех, кто получает сейчас гражданство, забирают с учебы, игнорируют состояние здоровья. И, кроме общего состояния, что идет война, нужен набор, мы видим, во-первых, прямым следствием, что весной этого года и весной, и летом были внесены очень жесткие поправки в закон о воинской обязанности военной службе, которые регулируют сферу призыва, и там фактически убраны все средства защиты, практически все средства защиты прав для призывников, которые были раньше. И теперь военкоматы просто почувствовали полную безнаказанность, и сотрудники полиции, и они просто хватают призывников, и их ничто не ограничивает.
этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео, ну или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!